Хуэйхао нашел себе отличного зверя для 4-го кольца. Это король серебряных волков возрастом 10 тысяч лет. На первый дух Хуэйхао духовные глаза очень трудно подобрать подходящее кольцо, поскольку звери духовного атрибута редки. Серебряный волк – это особый духовный зверь, встречающийся лишь в Империи Солнца и Луны. Чтобы прорваться на новый ранг, ему нужно питаться мифрилом, особым металлом, похожим на серебро. Точно так же, как мастерам нужны духовные кольца, когда они достигают необходимого уровня. В прошлом появлялся король серебряных волков с культивацией в 10 тысяч лет. Он один противостоял двум титулованным и даже смог сбежать, получив некоторые травмы. Император серебряных волков 100 тысяч лет никогда не появлялся раньше. Мех и кости серебряного волка являются чрезвычайно ценными материалами для изготовления духовных инструментов. Хуэйхао вступил в напряженную схватку с королем серебряных волков. Лишь с помощью когтей ужасного медведя и сильнейшего навыка ледяной императрицы он смог победить. Весь позвоночник Хуэйхао стал ослепительно синим. Это была самая сильная атака духовной кости торса императрицы Скорпионов, гнев ледяной императрицы. После этого Хуэйхао приступил к поглощению кольца. Это было 10-тысячелетнее духовное кольцо, но оно было не чисто черным. В нем слабо вспыхивали 7 типов света, и Хуэйхао мог ясно ощущать колебания 7 элементов. Ранее, когда он поглощал свое третье духовное кольцо от пурпурного волка 15 тысяч лет, Хуэйхао был спокоен и совсем не боялся. Все потому, что старейшина Му охранял его перед павильоном морского бога. На этот раз Хуэйхао был один, практически посреди леса. Когда черное духовное кольцо вошло в его тело, было лишь два слова, чтобы описать чувство Хуэйхао. Снесло крышу. Хуэйхао почувствовал, что все его тело вот-вот разорвется. Он сильно дрожал, и слой семицветного света засиял от его тела. Лицо Хуэйхао также побледнело. Он никак не ожидал, что аура короля волков Серебряной Луны будет настолько властной. Это могло произойти из-за силы элементов внутри него. Вода, огонь, земля, ветер, свет, тьма и гром, который был обретен лишь после 10 тысяч лет совершенствования. 7 элементов содержали свои собственные способности, и все они были влиты в тело Хуэйхао в этот момент. Несмотря на то, что он терпел изо всех сил, это было чистым мучением, но он мог извлечь огромную пользу, успешно пройдя испытание. Его духовная сила циркулировала на полную и начала поглощать духовное кольцо. Аура императрицы Скорпионов также была выпущена в этот момент и подавила духовное кольцо короля волков. Хотя тот зверь был очень могущественным, разве он мог сравниться с 400-тысячелетней ледяной императрицей, одной из 10 великих зверей? Черное, 4-е духовное кольцо медленно отпечаталось на душе и теле Хуэйхао. Не только это, но еще ледяной шелкопряд и ледяная императрица также воспользовались этой возможностью, чтобы еще больше объединить свои силы с телом Хуэйхао. Переход через 40-й ранг был очень значим для Хуэйхао. Его способности действительно поднялись на другой уровень. Возможно, это произошло из-за силы кольца короля волков или помощи ледяной императрицы, но духовная сила Хуэйхао перескочила 41-й ранг и достигла сразу 42-го уровня. Это был восхитительный сюрприз для Хуэйхао, чья скорость совершенствования в последнее время значительно замедлилась. Обретение нового кольца намного превосходит просто поднятие одного уровня. Это качественный скачок. Хуэйхао наслаждался освежающим чувством. Его тело стало намного крепче. Увеличение его духовной силы заставило все способности подскочить на 20%. Хотя он по-прежнему не мог использовать гнев ледяной императрицы дважды, но по крайней мере он смог бы дополнительный раз использовать сферу вечного льда. Итого, одно белое, одно фиолетовое и 2 черных духовных кольца поднялись от ног Хуэйхао. Его духовное обнаружение активировалось, и Хуэйхао был рад ощутить, что оно снова усилилось. Теперь он мог распространить свои радиусные обнаружения на 600 метров. Если бы он изменил свое обнаружение, чтобы сделать его однонаправленным, он мог бы удвоить это расстояние. Хуэйхао с интересом узнал о навыке 4-го кольца. Черное 4-е духовное кольцо ярко загорелось, и духовное умение активировалось. Хуэйхао был ошеломлен. Он не знал, плакать ему или радоваться. Этот навык был не совсем, какой он ожидал. Конечно же, он хотел получить семицветную защиту из 7 элементов короля волков Серебряной Луны. И это был впечатляющий защитный навык. Хуэйхао было так сложно победить этого короля Серебряных волков именно из-за него. Однако, не его Хуэйхао получил, а духовное безумие. Ментальная атака разума, которая наводит на цель безумие. В одном из предыдущих видео мы подробно рассматривали новый навык 4-го кольца Хуэйхао, но он все равно был невероятно рад новому кольцу, ведь теперь его прогресс и развитие пойдут дальше. Тут уже и 50-й ранг не за горами, и 5-е кольцо.
В будущих видео мы подробно рассмотрим дальнейшие успехи Хуи-Хао. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, какой навык лучше бы дало кольцо, защиту 7 элементов или духовное безумие. Подписывайтесь на канал и всем пока.